Привет! Тема «Западная философия». Как писал Бертран Рассел, философия – это нечто промежуточное между теологией и наукой. Подобно теологии, она состоит из размышлений по вопросам, относительно которых до сих пор не было достигнуто определенного знания. Но как наука она апеллирует скорее к человеческому разуму, чем к авторитету. Западная философия охватывает философскую мысль и деятельность западного мира. Исторически этот термин относится к философскому мышлению западной культуры, начиная с древнегреческой философии до сократиков. Досократики – условное принятое уже в новейшее время название древнегреческих философов раннего периода 7-5 века до нашей эры, а также их преемников 4 века до нашей эры, творивших не руссо-отической, сократической и софистической традиции. Само слово «философия» означает буквально «любовь к мудрости». Сфера охвата древней западной философии включает проблемы философии в том виде, в каком они понимаются и сегодня, но она также одновременно включает многие другие дисциплины, такие как чистая математика и естественные науки, такие как физика, астрономия, биология. Аристотель, например, писал на все эти темы. Досократики интересовались космологией, природой и происхождением Вселенной, отвергая при этом мифические ответы на такие вопросы. И их особенно интересовал архе. Архе – это первооснова, первовещество, первоэлемент, из которого состоит мир. Изначально философ Фалес Милецкий определил воду как архе, утверждая, что все есть вода. Ученик Фалеса Анаксимандр утверждал, что апейрон является основой мира и существует в вечном движении. Апейрон – это бескачественная материя. Все возникло путем выделения из апейрона противоположности, например, горячее и холодное. Вслед за Фалесом и Анаксимандром Анаксимен Милецкий утверждал, что воздух является началом сущего, ибо из него все возникает и к нему все возвращается. Пифагор родился на острове Самос, позже жил на юге Италии. Пифагорейцы считают, что все есть число. Открытие интервала музыки, интервал музыки, соотношение двух музыкальных звуков по их высоте, позволило утвердиться концепции гармонии философии, которая предполагала, что противоположности могут вместе порождать новые вещи. Они также верили в переселение душ и реинкарнацию. Парменид, в отличие от других философов, которые верили, что архе трансформируется во множество вещей, утверждал, что мир должен быть единым, неизменным и вечным, в то время как все, что предполагает обратное, является иллюзией. Зенон Элейский знаменит своими апориями, которыми он пытался доказать противоречивость концепции движения, пространства и множества. Научные дискуссии, вызванные этими парадоксальными рассуждениями, существенно углубили понимание таких фундаментальных понятий, как роль дискретного и непрерывного в природе, адекватность физического движения и его математической модели и другое. Эти дискуссии продолжаются и в настоящее время. Альтернативное объяснение было представлено Гераклитом, который утверждал, что все постоянно меняется, как известно, указывая на то, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Эмпидокл утверждал, что архе на самом деле состоит из нескольких источников, что привело к созданию модели 4 элементов 4 стихий. На них, в свою очередь, действовали силы любви и борьбы, создавая смесь элементов, которые формируют мир. Другой взгляд на архе был представлен Анаксагором, который утверждал, что за это отвечает нус или ноус, разум. Левкип и Демокрит предложили атомизм в качестве объяснения фундаментальной природы Вселенной. Атомизм – натурфилософская и физическая теория, согласно которой чувственно воспринимаемые материальные вещи состоят из химически неделимых частиц атомов. Британский философ Джонатан Барнс называет атомизм кульминацией ранней греческой мысли. В дополнение к этим философам софисты включали учителей риторики, которые учили студентов спорить по любой стороне вопроса. Хотя они не придерживались каких-либо конкретных взглядов, в целом они распространяли субъективизм, понятие, означающее поворот к субъекту, то есть взгляд на сознание как на первично данное, в то время как все другое является формой, содержанием или результатом творчества сознания. И релятивизм – методологический принцип, состоящий в абсолютизации относительности и условности содержания познания. Протагор, один из самых влиятельных философов-софистов, утверждал, что человек есть мера всех вещей, предполагая, что объективной истины не существует. Это также применялось к вопросам этики, при этом Протик утверждал, что законы нельзя воспринимать всерьез, потому что они все время меняются, в то время как Антифонт утверждал, что общепринятой морали следует придерживаться только в обществе. К
Классический период древнегреческой философии сосредоточен на Сократе и двух поколениях учеников, следующих за ним. Сократ пережил события, изменившие его жизнь, когда его друг Херофонт сказал, что Пифия, в Древней Греции жрица-прорицательница Дельфийского оракула в храме Аполлона в Дельфах, назвала Сократа мудрейшим из людей. Это событие, согласно античной традиции, стало переломным в истории философии. Узнав об этом, Сократ разработал критический подход, теперь называемый методом Сократа, для изучения взглядов людей. Он сосредоточился на вопросах человеческой жизни, благополучии, справедливости, красоте, истине и добродетели. Сократ имел много врагов, которые в конце концов обвинили его в нечестии и развращении молодежи. Афинская демократия судила его, Сократ был признан виновным и приговорен к смертной казни. Хотя его друзья предложили помочь ему сбежать, Сократ предпочел остаться в Афинах и следовать своим принципам. Его казнь состояла в том, что он выпил яд. После смерти Сократа Платон основал Платоновскую академию, и возникло такое учение, как платонизм. Платонизм – философское учение Платона и его последователи, утверждающие абсолютную реальность идеи бессмертия души. Некоторые истолковывают платонизм как утверждение, что универсальные понятия существуют независимо от их конкретных воплощений. Как и Сократ, Платон отождествлял добродетель со знанием. Это привело его к вопросам эпистемологии о том, что такое знание и как оно приобретается. Платон считал, что чувства иллюзорны, и им нельзя доверять, иллюстрируя этот момент знаменитой аллегорией мифом о пещере. Он считал, что знание должно быть получено из вечных, неизменных и совершенных объектов, что привело к его теории форм или теории идей, согласно которой физический мир не так реален или истинен, как вневременные, абсолютные, неизменные идеи. Альфред Норт Уайтхед утверждал, что философия – это совокупность примечаний к Платону. У Сократа было еще несколько учеников, которые также основывали философские школы. Две из них просуществовали недолго. Элида Эритрийская школа, основанная Федоном из Элиды, и Мегарская школа, основанная Евклидом из Мегары. Две другие были долговечными. Киники, родоначальником считается Антисфен, и Киренаики, основатель Аристип. Киники считали целью жизни жить добродетели в согласии с природой, отвергая все обычные желания богатства, власти, славы, ведя простую жизнь, свободную от всего имущества. Киренаики распространяли философию почти противоположную философии киников, одобряя гедонизм, считая, что удовольствие является высшим благом, особенно немедленное удовлетворение, и что люди могут знать только свой собственный опыт, за пределами которого истина непознаваема. Последней философской школой, созданной в классический период, была перипатетическая школа, основанная учеником Платона Аристотелем. Перипатетики – ученики последователи Аристотеля, его философская школа. Аристотель много писал о темах, представляющих философский интерес, включая физику, биологию, зоологию, метафизику, эстетику, поэзию, театр, музыку, риторику, политику и логику. Аристотелевская логика была первым типом логики, где была попытка классифицировать каждый действительный силлогизм. Силлогизм – это логическое умозаключение, в котором из двух данных суждений посылок получается третий вывод. Его эпистемология представляла собой раннюю форму эмпиризма, эмпирицизма. Эмпиризм, эмпирицизм – направление в теории познания, признающее чувственные ощущения источником знания, предполагающее, что содержание знания может быть либо представлено как описание этого ощущения, либо сведено к нему. Аристотель критиковал метафизику Платона, Аристотель предложил модель 4 причин, его этические взгляды определяли процветание человека как высшее благо, поскольку это хорошо само по себе. Можете обратить внимание на видео на канале про аристотелевскую этику, я оставлю ссылку. Он думал, что процветание человека может быть достигнуто, если жить в соответствии с человеческой природой, то есть жить разумно и добродетельно, определяя при этом добродетель как золотую середину между крайностями. Аристотель считал политику высшим искусством, поскольку все остальные занятия подчинены ее цели. Государство должно стремиться к максимальному расширению возможностей для достижения разумности и добродетели посредством обучения и размышлений. При этом Аристотель обучал Александра Македонского, который завоевал большую часть древнего западного мира. Эллинизм и философия Аристотеля оказали значительное влияние почти на всех последующих западных и ближневосточных философов. По сути, шло развитие аристотелизма и кинизма, а также появлялись новые философии, включая пиранизм. Пиранизм – философская школа скептиков, основанная в первом веке нашей эры. Пирон учил, что в умозрительном отношении все вещи непонятны и непознаваемы. Он опровергал всякую догматическую философию путем скрытых в ней противоречий и делал вывод о недостоверности человеческого знания. Эпикуреизм – это философское учение, исходящее из идей Эпикура и его последователей. Согласно ему, высшим благом считается наслаждение жизнью.
которое подразумевает отсутствие физической боли и тревог, а также избавление от страха перед смертью и богами, представляющимися безразличными к происходящему в мире смертных. Стоицизм, можете обратить внимание на видео на канале про Зенона Китийского, основоположника стоической школы, я оставлю ссылку. Стоицизм – философская школа, возникшая в Афинах около 300 года до нашей эры во времена раннего эллинизма и сохранившая влияние вплоть до конца античного мира. Стоицизм – это твердость и мужество в жизненных испытаниях. И неопифагоризм, эклектическое философское направление в греческой философии, соединившее элементы пифагоризма с философией Платона, Аристотеля и стоиков. Платонизм также продолжался, но подвергся новым интерпретациям. Можете обратить внимание на видео на канале про неоплатонизм, я оставлю ссылку. Традиции греческой философии оказали сильное влияние на римскую философию, эпикуризм и стоицизм были особенно популярны. Различные философские школы предлагали различные противоречивые методы для достижения процветания, блаженства. В некоторых школах это происходило с помощью душевного спокойствия, атараксии или безразличия, апатии. Целью киников было жить в соответствии с природой и, вопреки условностям, с мужеством и самообладанием. Киренаики были гедонистами и верили, что удовольствие является высшим благом в жизни, особенно физическое удовольствие, которое они считали более желанным, чем умственное удовольствие. Последователи Эпикура также определили стремление к удовольствиям и избегание боли как конечную цель в жизни. Еще одним важным направлением мысли был скептицизм. Перрон основал новую философскую школу, о чем я упоминала выше. Пиранизм учил, что именно мнение о неочевидных вещах, то есть о догме, мешает человеку достичь атараксии, душевного спокойствия, невозмутимости, безмятежности. Чтобы привести разум к атараксии, пиранизм использует эпохе, принцип рассуждения философии, который означает приостановку всех метафизических высказываний, суждений о бытии предмета, вне воспринимающего его сознания. После того, как Аркисилай, про Аркисилая можете обратить внимание на видео на канале, я оставлю ссылку, стал главой второй средней академии, он принял скептицизм в качестве центрального принципа платонизма, сделал платонизм почти таким же, как пиранизм. Скептики не сомневались в существовании истины, они просто сомневались, что у людей есть способности для ее обретения. Проблемы, которые обсуждались в средневековой философии, касаются отношения к вере, к разуму, существования единства Бога, объекта теологии, метафизики, проблем знаний, универсалей и индивидуации. Выдающейся фигурой был Аврелий Августин. Августин перенял мысли Платона и христианизировал ее. Его влияние доминировало в средневековой философии, возможно, вплоть до повторного открытия текстов Аристотеля. Августинизм или августинианство, течение в средневековой патристике, находящееся в русле основных идей Августина, доминирующее учение протестантизма, но до сих пор официально развивается также орденом августинцев, никогда не представляла собой четко оформленной системы. Как правило, для мыслителей августинцев характерно внимание не столько к онтологическим, сколько психологическим и социальным проблемам. Ориентация не на Аристотеля, а на Платона, а также солидарность с августиновской концепцией благодати и предопределения. По этой концепции человек не может спастись собственными силами, и благодать даруется ему не за заслуги, которых ничтожно мало, человек избирается для спасения по непостижимой Божьей воле. Было предпочтительной отправной точкой для большинства философов вплоть до XIII века. Среди вопросов, затронутых его философией, были проблемы зла, войны и что такое время. Говоря о проблеме зла, он утверждал, что зло является необходимым продуктом человеческой свободной воли. Когда это подняло вопрос о несовместимости свободной воли и божественного предвидения, и он, и Боэций решили проблему, утверждая, что Бог не видел будущего, а скорее полностью находился вне времени. Влиятельной была схоластика, систематическая европейская средневековая философия, сконцентрированная вокруг университетов и представляющая собой синтез христианского, католического богословия и логики Аристотеля. Схоластика характеризуется соединением теолого-догматических предпосылок с рационалистической методикой и интересом к формально-логическим проблемам. Схоластическая мысль известна строгим концептуальным анализом. Ансельм Кентерберийский утверждал, что существование Бога может быть доказано с помощью онтологического аргумента или онтологического доказательства. Ансельм считал веру основой рационального знания, вывел бытие Бога из самого понятия Бога, онтологическое доказательство бытия Бога. Все стремится к благу, но Бог и есть абсолютное благо. Все ограниченно имеет некий верхний предел, это и есть Бог. Бытие целое по какой-то причине, это и есть Бог. Бог как совершенство. Бог превосходит по величине все мыслимое, значит, Он существует вне нас и вне этого мира. Бог есть потому, что Он есть, то есть Бог при рождении человека вкладывает в его разум идею о себе. Опровержение этому предложил Гаунил, который применил ту же логику к воображаемому острову, утверждая, что где-то должен существовать идеальный остров, используя те же самые шаги рассуждения, которые в дальнейшем приводят к абсурдному результату. Гаунил доказывал, что люди не способны понять Бога, как утверждал Ансельм. Он доказывал, что многие верующие согласятся признать, что Бог по своей природе не может быть ими полностью понят.
Поэтому, если люди не могут полностью представить себе Бога, тогда онтологический аргумент, онтологическое доказательство не сможет выполняться в таких условиях. Боэций работал над проблемой универсалии, утверждая, что они не существуют независимо, как утверждал Платон. Другая важная фигура Пьер Абеляр, о нем можете посмотреть небольшое видео на канале, я оставлю ссылку, распространил это на номинализм, философское учение, согласно которому название таких понятий, как животное, эмоция, это не собственные имена цельных сущностей, а общие имена, своего рода переменные, вместо которых можно подставлять имена конкретные. Фома Аквинский, философ, отец томизма. Томизм – ведущее направление в католической мысли. Томизм выступает теистической версией аристотелизма. Основные идеи томизма изложены в трактате Фомы Аквинского «Сумма теологии». Доктрина томизма выступает не столько учением о догматах веры, сколько учением о способах постижения этого учения посредством разума. Он оказал огромное влияние на средневековый христианский мир. Фома Аквинский находился под влиянием философии Аристотеля и стремился примирить свою философию с христианской теологией. Возрождение и Ренессанс был переходным периодом между Средневековьем и Новым временем, в ходе которого восстановление древнегреческих философских текстов помогло сместить философские интересы с технических исследований на области логики, метафизики и с теологии на эклектические исследования морали, филологии и мистицизма. Изучение истории и литературы вызывало научный интерес, породив тенденцию, называемую гуманизмом. Гуманисты последовали за Франческо Петраркой, сделав человечество и его добродетели центром философии. На этапе перехода от Ренессанса к философии нового времени диалог использовался в качестве основного стиля письма, особенно такими философами, как Джордано Бруно. Некоторые считают Томаса Гоббса первым философом нового времени, потому что он применил системный метод к политической философии. Некоторые считают Рене Декарта. Про Рене Декарта есть небольшое видео на канале, я оставлю ссылку. Первым философом нового времени, потому что он основывал свою философию на проблемах знания, а не на проблемах метафизики. Философия нового времени, особенно философия эпохи Просвещения, отличается своей растущей независимостью от традиционных авторитетов, особенно таких, как церковь. Некоторые центральные темы включают природу разума и его связь с телом, значение новых естественных наук для традиционных теологических тем, таких как свобода воли и Бог, и появление светской основы для моральной и политической философии. Эти тенденции впервые отчетливо проявились в призыве Фрэнсиса Бэкона. Про Фрэнсиса Бэкона можете обратить внимание на видео на канале, я оставлю ссылку, к новой эмпирической программе расширения знаний. Вскоре нашли чрезвычайно влиятельную форму физики и метафизики Рене Декарта. Эпистемология Декарта основывалась на методе, называемом картезианским сомнением. Это привело его к его знаменитой максиме когито эрго сум. Мысль, следовательно, существует. Это стало основополагающим подходом для большей части дальнейшей западной философии, поскольку необходимость найти путь из частного мира сознания во внешне существующую реальность была широко признана вплоть до XX века. Однако главной проблемой для его мышления оставалась проблема разума и тела. Одно из решений проблем было представлено Спинозой. Про Баруха Спинозу можете посмотреть небольшое видео на канале, я оставлю ссылку, который утверждал, что разум и тело являются одной субстанцией. Это было основано на его представлении о том, что Бог и Вселенная одно и то же, охватывающее все существование. Готфрид Вильгельм Лейбниц, о нем можете посмотреть видео на канале, я оставлю ссылку, утверждал, что мир состоит из множества отдельных субстанций, называемых монадами. Впрочем, Декарт, Спиноза и Лейбниц считаются влиятельными ранними сторонниками рационализма. В отличие от Декарта, Томас Гоббс был материалистом, который верил, что все является физическим, также он был эмпириком, который считал, что все знания исходят из ощущений, которые вызываются объектами, существующими во внешнем мире, а мысль является своего рода вычислением. Про Джона Лока можете посмотреть небольшое видео на канале, я оставлю ссылку. Был эмпириком, чьи аргументы помогли ему превзойти рационализм в качестве общепринятого подхода. Вместе с Дэвидом Юмом, про Дэвида Юма можете посмотреть видео на канале, я оставлю ссылку, они составили серьезную комбинацию британского эмпиризма. Джордж Беркли, также про Джорджа Беркли есть небольшое видео на канале, я оставлю ссылку, согласился с эмпиризмом, но вместо того, чтобы верить в конечную реальность, он выступал в пользу субъективного идеализма. Субъективный идеализм – группа направлений философии, представители которых отрицают существование независимой от воли и сознания субъекта реальности. Философы этих направлений либо считают, что мир, в котором живет и действует субъект, это совокупность ощущений, переживаний, настроений, действий этого субъекта, либо как минимум полагают, что эта совокупность является неотъемлемой частью мира. Радикальной формой субъективного идеализма является солипсизм. Про солипсизм можете обратить внимание на видео на канале, я оставлю ссылку, в котором реальным признается только субъект восприятия, а все остальное объявляется существующим лишь в его сознании. С точки зрения политической философии, споры часто начинались о том, как бы выглядел мир без общества. Гоббс считал, что это было бы жестоко и анархично, называя жизнь при таком положении дел одинокой, бедной, противной, жестокой, короткой. Чтобы предотвратить это, он считал, что суверен государства должен обладать неограниченной властью.
Лок считал, что естественное состояние – это состояние, в котором люди пользуются свободой, но от некоторых из них, за исключением тех, которые охватываются естественными правами, необходимо отказаться при формировании общества, но не до такой степени, чтобы возникло абсолютное господство. Жан-Жак Руссо, про Руссо можете посмотреть видео на канале, я оставлю ссылку, тем временем утверждал, что в природе люди жили в мирном и комфортном состоянии, что формирование общества привело к росту неравенства. Приблизительный конец философии нового времени чаще всего отождествляют с систематической попыткой Иммануила Канта ограничить метафизику, оправдать научные знания и примирить их с моралью и свободой, в то время как рационалисты считали, что знания исходят из априорных рассуждений, эмпирики утверждали, что оно исходит из апостериорного чувственного опыта. Кант стремился примирить эти взгляды, утверждая, что разум использует априорное понимание для интерпретации апостериорного опыта. На такой подход его вдохновила философия Юма. Считается, что поздняя современная философия обычно начинается примерно в поворотном 1781 году, когда умер Лессинг, и появилась критика чистого разума Иммануила Канта в XIX веке. Происходило разделение между континентальной и аналитической традициями философии, причем первые больше интересовались общими рамками метафизики, более распространенной в немецкоязычном мире, а вторые сосредотачивались на вопросах эпистемологии, этики, права и политики, более распространенной в англоязычном мире. Немецкие идеалисты, такие как Фихте, Шеллинг, Гегель и представитель йенского романтизма Фридрих Гёльдерлин. Про Гёльдерлина можете обратить внимание на небольшое видео на канале, я оставлю ссылку. Навалис и Шлегель преобразовали работу Канта, утверждая, что мир состоит из рационального или разумного процесса и как таковой полностью познаваем. Гегель утверждал, что история – это диалектическое путешествие универсального разума к самореализации. Самосознание универсального разума – это абсолютное знание, которое само по себе приносит полную свободу. Его философия основывалась на абсолютном идеализме, а сама реальность была ментальной. Артур Шопенгауэр, про Артура Шопенгауэра можете обратить внимание на видео на канале, я оставлю ссылку. Плюс можете посмотреть видео про философский пессимизм, тоже оставлю ссылку. Был вдохновлен Кантом и индийской философией, он считал, что разочарование в воле было причиной страданий. Фридрих Ницше, можете о нем посмотреть небольшое видео на канале, я оставлю ссылку, считал, что воля к власти дает силу, ведет к росту и расширению, следовательно формирует основу этики. Иеремия Джереми Бентам, о нем есть видео на канале, я оставлю ссылку, основал утилитаризм, который был основан на идее о величайшем счастье для наибольшего числа людей, идеи, заимствованные у Чезаре Беккария. Про Чезаре Беккария рекомендую обратить внимание на видео на моем канале, я оставлю ссылку. Он считал, что любой поступок может быть измерен по его ценности с помощью точного исчисления. Джон Стюарт Миль, о нем есть видео на канале, я оставлю ссылку, впоследствии подхватил его мысль, однако в отличие от оценки чистого удовольствия в работе Бентама, Миль разделил удовольствие на высшие и низшие виды. Другие философы, которые положили начало направления мысли, которые продолжат формировать философию в 20 веке, включают Чарльза Сандерса Пирса и Уильяма Джеймса, которые основали прагматизм. Про Пирса и Джеймса и прагматизм есть видео на канале, я оставлю ссылки. Сёрена Бьюкеркегера и Фридриха Ницше, которые заложили основы экзистенциализма и постструктурализма. Про Кierкегора, экзистенциализм, постструктурализм есть видео на канале, я оставлю ссылки. Современная философия включает три основные разновидности: аналитическая философия, континентальная философия и прагматизм. 20 век имеет дело с потрясениями, вызванными серией конфликтов в философском дискурсе по поводу основ знания, с новыми социальными, экономическими, научными и логическими проблемами. Философия 20 века была создана для попыток реформировать и сохранить, а также изменить или отменить старые системы знаний. Среди выдающихся деятелей Бертран Рассел, Людвиг Витгенштейн, Эдмунд Гуссерль, Мартин Хайдеггер и Жан-Поль Сартр. Про Рассела, Витгенштейна, Гуссерля есть небольшие видео на канале, я оставлю ссылки. Считается, что публикация Гуссерля и Рассела ознаменовали начало философии 20 века. Со времен Второй мировой войны современная философия была разделена в основном на аналитическую и континентальную традиции. Первая распространялась в англоязычном мире, а вторая на европейском континенте. Предполагаемый конфликт между континентальной и аналитической школами философии остается заметным. Аналитическая философия – англоамериканская традиция философии, получившая широкое распространение в середине XX века. Аналитическая философия не представляет собой единой школы, поскольку, хотя и сформировалась на основе британского неореализма Мура, про Джорджа Эдварда Мура есть видео на канале, я оставлю ссылку, Рассела, однако также впитала в себя австрийский неопозитивизм через Айра, про Айра можете обратить внимание на видео на канале, я оставлю ссылку, и Куайна, и американский прагматизм Пирс Моррис. От позитивизма она заимствует антиметафизическую направленность, критика философских псевдопроблем, сциентизм и опору на опытное знание, а от прагматизма здравый смысл. Термины
Аналитически указывает на идеалы ясности, точности и логической, Аристотель назвал логику аналитикой, строгости мышления, которые стремятся осуществить представители данного направления философии. Немецкий логик Готтлоб Фреге был первым, кто сделал лингвистический поворот, анализируя философские проблемы с помощью языка. Он изобрел формальную систему обозначений для логики. Его позиция была по сути антипсихологизмом. Логические истины независимы от человеческого разума, открывающего их. Бертран Рассел и Джордж Эдвард Мур часто считаются основателями аналитической философии. Рассел и Мур считали, что философия должна основываться на анализе высказываний. Рассел поддерживал логический атомизм, заявив, что логика – суть философии. В своем трактате Людвиг Витгенштейн выдвинул утонченную версию этой точки зрения. Витгенштейн, ученик Рассела, утверждал, что проблемы философии были просто продуктами языка, которые на самом деле не имели смысла. Позже Витгенштейн изменил свою концепцию, сюда входят различные языковые игры. Логические позитивисты утверждали, что аргументы метафизики, этики и теологии бессмысленны, поскольку они не поддаются логической или эмпирической проверке. Это было основано на их разделении значимых утверждений на аналитические, логические, математические утверждения и синтетические научные утверждения. Морис Шлик и Рудольф Карнап утверждали, что наука опирается на прямое наблюдение, но вот Нейрат отметил, что наблюдение уже требует теории, чтобы иметь смысл. Уиллард Ван Орман Куайн критиковал различия между аналитическими и синтетическими утверждениями. Вместо этого он выступал за подход сети убеждений, при котором все убеждения возникают в результате контакта с реальностью, но некоторые из них располагаются намного дальше. Карл Поппер продвигал такой критерий, как фальсифицируемость, принципиальная опровержимость, утверждение, опровергаемость, критерий Поппера. Критерий научности эмпирической или иной теории, претендующей на научность. Теория удовлетворяет критерию Поппера, является фальсифицируемой и, соответственно, научной в отношении теста этим критерием, в том случае, если существует возможность ее экспериментального или иного опровержения. Согласно этому критерию, высказывания или системы высказываний содержат информацию об эмпирическом мире только в том случае, если они обладают способностью прийти в столкновение с опытом, или более точно, если их можно систематически проверять, то есть подвергнуть проверкам, результатом чего может быть их опровержение. Иначе говоря, согласно критерию Поппера, научная теория не может быть принципиально неопровержимой. Тем самым, согласно этой доктрине, решается проблема так называемой демаркации, то есть отделения научного знания от ненаучного. Принцип фальсифицируемости противоположен принципу верифицируемости. При верификации гипотезы исследователь ищет подтверждающие ее примеры, при фальсифицируемости примеры, опровергающие ее. Дальнейшее продвижение философии науки было сделано Имре Лакатосом. Томас Кун, про Томаса Куна есть видео на канале, я оставлю ссылку, утверждал, что наука состоит из парадигмы, что в конечном итоге все изменится, когда против них накопятся доказательства. Основываясь на идее, что разные парадигмы имеют разные значения выражений, Пол Фейерабенд пошел дальше в аргументации в пользу релятивизма в науке. Фейерабенд стал известен благодаря своим анархистским взглядам на процесс научного познания и утверждениям, что в науке не существует универсальных методологических правил. На основе этих идей он создал концепцию эпистемологического анархизма. Про Пола Фейерабенда можете обратить внимание на видео на канале, плюс также можете посмотреть видео про эпистемологический анархизм, я оставлю ссылки. Аналитическую философию иногда обвиняли в том, что она не вносит свой вклад в политические дебаты или в традиционные вопросы эстетики. Однако с появлением теории справедливости Джона Роуза, про Джона Роуза есть видео на канале, я оставлю ссылку, и «Анархия, государства и утопии» Роберта Нозика, аналитическая и политическая философия приобрела респектабельность. Философы-аналитики, такие как Роджер Скрутон, Артур Данто и другие, проявили глубину в исследованиях эстетики и развили ее до нынешнего состояния. Континентальная философия – это совокупность философских традиций XIX-XX веков из континентальной Европы. В эту свободную категорию входят такие течения XX века, как немецкий идеализм, феноменология, экзистенциализм, современная герменевтика, структурализм, постструктурализм и другие. В то время как выявление любого нетривиального общего фактора во всех этих школах мысли неизбежно будет спорным, Майкл Розен выдвинул гипотезу о нескольких общих континентальных темах. Естественные науки не могут заменить гуманитарные науки, что на мыслителя влияют условия опыта, его место и время в истории, что философия является как теоретической, так и практической, что метафилософия, про метафилософию можете обратить внимание на видео на канале, я оставлю ссылку, или размышления о методах и природе самой философии является важной частью собственной философии. Основатель феноменологии Эдмунд Гуссерль стремился изучать сознание как переживаемое с точки зрения первого лица, в то время как Мартин Хайдеггер опирался на идеи Киркегора, Ницше и Гуссерля, чтобы предложить нетрадиционный экзистенциальный подход к онтологии. Можете обратить внимание на видео на канале про фундаментальную онтологию, я оставлю ссылку. Экзистенциализм, также философия существования, направление философии XX века, акцентирующее свое внимание на уникальности бытия человека.
Экзистенциализм развивался параллельно родственным направлениям персонализма и философской антропологии, от которых он отличается прежде всего идеей преодоления, а не раскрытия человеком собственной сущности и большим акцентом на глубину эмоциональной природы. Согласно экзистенциальному психологу и психотерапевту Ролла Мэю, экзистенциализм не просто философское направление, а скорее культурное движение, запечатлевающее глубокое эмоциональное и духовное измерение современного человека, изображающее психологическую ситуацию, в которой он находится, выражение уникальных психологических трудностей, с которыми он сталкивается. Немецкий идеализм или немецкая классическая философия – этап развития немецкой философии 18-19 веков, представленный учениями Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля. Феноменология Эдмунда Гуссерля была амбициозной попыткой заложить основы для описания структуры сознательного опыта в целом. Важной частью феноменологического проекта Гуссерля было показать, что все сознательные действия направлены на объективное содержание и касаются его, особенность, которую Гуссерль назвал интенциональностью. Структурализм – междисциплинарное направление в социальных науках XX века, объединившее различные течения на основе изучения структур, использования лингвистических моделей для анализа общества и культуры на принципах объективизма и холизма. Структурализм включал общефилософские, эпистемологические, социально-критические аспекты, его разновидности различались в зависимости от дисциплин. Про постструктурализм и про некоторых философов-постструктуралистов, таких как Ролан Барт, Жак Derrida, Жан Бодрияр, Жиль Делез, можете посмотреть видео на канале, я оставлю ссылки. Прагматизм – философское течение, базирующееся на практике как критерий истины и смысловой значимости. Его происхождение связывают с именем американского философа XIX века Чарльза Пирса, который первым сформулировал максимум прагматизма. Далее прагматизм развивался в трудах Уильяма Джеймса, Джона Дьюи, про Джона Дьюи есть видео на канале, я оставлю ссылку, и Джорджа Сантаяны. Среди основных направлений прагматизма известны инструментализм, фаллибилизм, про фаллибилизм есть видео на канале, я оставлю ссылку, антиреализм, радикальный эмпиризм, о радикальном эмпиризме есть видео на канале, я оставлю ссылку, верификационизм и другие. Философия прагматизма отрицает осмысленность метафизики и переопределяет истину в какой-то области знания как временный консенсус между людьми, которые эту область исследуют.